В сегодняшнем видео я расскажу, как поменять китайскую вилку на обычную европейскую. Вот у меня есть новая зарядка с китайской вилкой. Я купил вот такую вилку, которая, в принципе, позволяет подключать 16 ампер. Зарядка данная тоже 16 амперная. Но я, честно говоря, не электрик, но я не рекомендую делать вот такие подключения на вот такую вилку 16 амперные зарядки. Ну, потому что розетки нагреваются. Ну, у меня пару розеток расплавилось. Ну, и люди пишут, что у них тоже плавятся. Поэтому я рекомендую вот такие. Есть такие 16 амперные, но я взял на 32 ампера. Так как у меня уже стоит 32 амперная такая. У меня машина однофазная. Поэтому я взял вот такую с тремя выходами. Это у нас земля, фаза и ноль. Ну, как бы когда-то же надо начинать что-то делать самому. Такие простые вещи, я думаю, что можно делать. И я поделюсь, как это можно сделать дома самому. В общем, сейчас я разрежу вилку. И посмотрим, какого цвета тут провода. Обычно на вот этих пистолетах написано, где фаза, где земля, где ноль. Сразу говорю, что посередине вот этот толстый — это земля. Справа и слева это фаза и ноль. Так как у нас переменный ток, то в принципе нет никакой разницы, куда вы подключите, вправо или влево, ноль или фазу. Главное, что земля посередине. Здесь то же самое, видите, вот он толстый, как бы контакт толстый. Здесь на этой розетке то же самое. Толстый контакт — это земля. Потом разберу, покажу, здесь уже будет обозначение. А здесь фаза и ноль. Тоже не принципиально. Для переменного тока не принципиально, где будет земля, где будет фаза, а где будет ноль. Поэтому сейчас убедимся. Значит, у нас коричневый кабель — это фаза, синий — ноль, желто-зеленый — земля. Мультиметр я поставил на такую функцию, что при замыкании он будет произносить сигнал. Вот. Поэтому мы сейчас будем проверять. Перво-наперво проверим землю. Ну, тут я не смогу показать, поэтому вот. Я беру землю, дает сигнал посередине. Вот, не знаю, покажу сейчас, получится, нет. Вот, посередине это у нас земля. Коричневая фаза получается вот сверху. И синий ноль — это справа контакт. Вот. Ну, хорошо, что на самом деле ранее уже кто-то договорился и придумал, что коричневый — это фаза, синий ноль, желто-зеленый земля. Облегчает, конечно. У меня в прошлом видео был там косяк, что мы не по цвету все сделали. Но я как бы все равно учусь на своих ошибках. Ну, это как бы не моя ошибка, там, не я собирал. Но теперь как бы я знаю,
И вам рекомендую тоже придерживаться таких правил, чтобы коричневый или красный это фаза, синий ноль, желто-зеленая земля. Теперь давайте разберем вот эту вилку. Так. Вот. Еще раз напомню, они есть 32 амперные, есть 16 амперные. Я взял 32 амперные. Там цена небольшая разница. Они отличаются размерами. 16 амперные они чуть-чуть потоньше и поменьше. Вот здесь что у нас показано. Видно, нет? Вот это у нас земля. Тут даже значок земли есть. Как типа Wi-Fi. Вот он. Это толстый контакт. И здесь у нас фаза указана. L. Здесь получается 0. Сейчас будем подсоединять контакты. Конечно, критики скажут, что надо зажать. Но у меня, к сожалению, зажимов нет. Я их подарил. Обжимной инструмент подарил. И вот эти концевики тоже. У меня их сейчас нет в наличии. Поэтому я облужу сейчас кабеля. И сюда их прикручу. Я вот коротко покажу процесс вложения. Я тоже как бы не особый мастер в этом деле. Но, как говорится, хотя бы так. Залудить необходимо так, чтобы олово прям просочилось между вот этими тонкими медными жилами. Неудобно. И как монолит стало. У меня есть видео, где мы силовой кабель лудим для моей солнечной станции. Можете там посмотреть, как происходит это. Ну, более, так скажем, в опытных руках. Залудили мы провод. Теперь мы обрезаем. Может вместится. Или как? Нет, не вместится. Надо обрезать. Не забываем одевать часто. Ну даже. Не то что даже. Я очень часто сначала все прикручиваю, потом вспоминаю, что нужно. Так, теперь начинаем прикручивать сначала землю. Ну там в принципе не принципиально, что сначала, просто мне удобнее сначала землю. Прикручиваем хорошо. Ну, конечно, без фанатизма затягиваем, но так, теперь пошел 0. Еще раз говорю, не принципиально, где 0, где фаза, справа, слева. В переменном токе это не принципиально. И теперь фаза. Чуть больше изоляцию снял, но не должно коротить, так как в принципе затянем хорошо и расстояние большое между проводами. Все. Теперь вот эта штука постоянно спадает. Да.
Теперь эти провода надо затянуть, чтобы они, ну, когда дергаешь за них, чтобы не вырвать их с места насиженного. Так. Так, теперь будем собирать. Одеваем кожух. Не забываем вот попасть в этот паз. В чем проблема? Проблема в том, что тут торчат эти саморезы. Все, теперь сила. И затягиваем. Вот мультиметр поставил на звуковой сигнал. Вот он так вот выглядит. Когда вы коротите, он производит сигнал. Так, вот у нас получается здесь земля. Все, земля есть. Фаза у нас, не знаю, справа-слева. По-моему, должна быть справа. Вот это должна быть фаза у нас. Все. Здесь 0. Все. Теперь я расскажу, почему я приобрел вот эти вещи. Вот, вилку вот эту европейскую. И вот переноску вот эту. Вот так вы можете заряжать дома. Установить стационарную. У меня она уже установлена. Потом спустимся проверять. Я вам покажу. А это, из этого я сделаю сейчас переходник. Чтобы, если вы где-то в путешествии, могли вставить этот переходник и заряжаться от розетки, простой обычной розетки. Поэтому я сейчас соберу такой переходник. Я уже залудил кабеля. Их сейчас подсоединю. Кстати, как она разбирается. Получается, открываете крышку, вот тут два шурупа, их выкручиваете. Для чего лудят кабель? Ну, во-первых, медь, она окисляется. А если ты ее залудил, она как бы не подвержена окислению. Ну и, соответственно, контакт лучше. И провода не сдавливаются, не ломаются. Олово не дает этому делать. Само олово, получается, прессуется. Еще какой... Ой, ёшки. Ну тут можно одеть. Видите? Забыл одеть кожух. Слава богу, тут у нас пока пустой. Это у нас морская свинка возмущается. Так, какой еще у нас тут? Какая тонкость? Я отдельный кабель заземления провожу. Объясняю для чего. Если вы поехали куда-то на природу или там в путешествие, и ваш электромобиль обязательно должен быть заряжаться с заземлением, не на всех розетках оно есть. Поэтому можно будет этот кабель вытащить из розетки, из вот этой розетки. Вот он здесь будет присоединен. Его вытаскиваете. Прикручиваете сюда там какой-то другой длинный кабель или присоединяете его сюда. Там на конце гвоздь, в землю втыкаете, и у вас временно появляется земля для того, чтобы зарядить ваш электромобиль. Это в случае, если электромобиль без земли не заряжается. Мой заряжается, поэтому я так особо
не заморачиваюсь, но здесь решил сделать так, потому что данную, в принципе, зарядку я не собираюсь у себя оставлять. Если кому надо, в принципе, могу дешево продать. Ну, недорого, так скажем. Будет дешевле, чем где на Валберес или там Каспий. Где еще у нас там закупаются. Вот. Если кому интересно, пишите на почту. Почта будет в описании. И можно будет купить. Вот. Так, землю мы тоже прикрутили. Земля у нас монолитная, ее не надо было лудить. Она монолитная у нас. Ну, только такой у меня был кабель. Цвета соответствующего. Вот, тоже закрепляем это все. Все. Стоит крепко. Теперь собираем саму розетку. Здесь у нас паз вот находится обязательно. Вот так надо установить. И начнем закручивать. Так, закрутили. Теперь начнем собирать вилку. Зашел так. Здесь у нас. Так. Так. Это такой у нас представляется фазы. Так. Все. Теперь земля. Земля. Земля у нас вот так выглядит, да? Получается, нам надо закрутить сейчас. Так, значит, я вот сделал такое. Завернул немножко кабель. Сейчас прикручиваем землю. И закрепляем провод. Не закрываем крышку. Вот что у нас получилось. Вот такой переходник. На случай, если куда-то едете в путешествие и вам нужно будет зарядиться от розетки. В принципе, тоже собирать недолго. А работать это будет примерно вот так. Так, вставляете, и все, у вас появляется европейская вилка. Сейчас пойдем проверять, будет ли работать наша зарядная станция. Вот я говорил о такой стационарной розетке. Индикатор зарядки загорелся. На всякий случай проверим вот индикатором своим. Здесь фаза. Здесь у нас ничего не горит. 0. Здесь земля. Ну что, вставляем зарядку машины. Подключаем к электромобилю.
зарядка пошла. Заморгал зеленый индикатор. 3,2 киловатта дает данная зарядка. Сейчас подсоединим вот этот переходник, который я сделал. Посмотрим, как он будет работать. Подключил обычную вилку, вот переходник. Индикатор горит. Подключаем к электромобилю. Индикатор зеленым, но что-то он медленно моргает. И, скорее всего, он дает меньше киловатт. 1,6 киловатт он дает. Получается 8 ампер. В общем, хитрость такая. Тут кнопку надо несколько раз нажимать, и меняется ампераж. Потому что вот сейчас на ту же вилку обычную подсоединена, и уже дает 3,2. Получается, регулировка ампеража идет вот этой кнопкой. Вот этой. Перед тем, как воткнуть, я несколько раз нажал вот эту кнопку, и ампераж другой уже пошел. Сейчас еще раз попробую. Вот. Я вытащил. Нажал, не знаю, 2 раза. Вот. И медленная пошла. Да. И 1,6 киловатт дает. На самом деле это очень хорошо, потому что я бы не рекомендовал больше 10 ампер подключать вот к таким обычным розеткам. Они могут расплавиться, не дай бог пожар будет. Лучше 16 ампер подключать сюда, а сюда не больше 10 ампер. Вот, в принципе, все, что я хотел рассказать, показать, сделать, как бы перейти с китайской вилки на нашу особого труда не составляет. Электрик, в принципе, для этого не нужен. Нужен вот ножик, круглогубцы, отвертка фигурная и кусачки. Это минимальный набор. Чтобы убедиться, что все правильно подключено, такая индикаторная отвертка стоит копейки, там 500 тенге, что ли. Мультиметр тоже можно дешево купить. Вот. Следующее как-нибудь видео хочу вот эту где переделать. Она тоже у меня новая. Но здесь уже, скорее всего, есть температурные датчики. Поэтому посмотрим. В этом видео я уже это показывать не буду. Эта зарядка, напомню, она чуть более навороченная. Тут можно переключать амперы и время зарядки. Ну, вот такой блок. Видите? А здесь она совсем простая. Здесь переключение идет, получается, 8 и 16 ампер. Вон тут даже написано 8 и 16. Скорее всего, переключается нажатием вот этой клавиши. Вот если нужна такая зарядка, пишите в почту, на почту. Почта будет в описании. Всем удачи, до свидания.